Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, второй прогноз. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности и сюрпризы января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но надо сказать, что первый месяц 2024 года, он даже на планетарные события богат, и в целом раскачиваться нам некогда, особенно вам, мои дорогие тельцы. И правда, много планетарных таких событий, которые для нас судьбу могут закрутить самым невероятным образом, поэтому к этому надо быть готовым. 2 января Меркурий перешел в прямое движение из ретроградного, и поэтому те события, новости, те, может быть, ваши планы, которые встали словно на паузу, здесь начнут ускоряться. Более точная информация будет приходить дважды, потому что 4 января у нас еще в знак Козерога переходит Марс. Марс – планета активности. И если Марс больше ассоциируется с импульсом, то здесь вот эти все импульсы или, скажем, приложенные усилия, они в какой-то идут конкретной тематике. Нет распыления энергии, чего-то хочется сделать наверняка, чтобы получить результат. И как будто этот результат, который вы планируете, он должен быть осуществлен. Вот такая задача. 11 января у нас будет новолуние, мои дорогие. И где-то в районе вот этого дня для многих из вас могут произойти какие-то знаменательные события в личной жизни. Тот человек, может быть, который в вашу сторону где-то не проявлялся или раздумывал, или отношения были не то на паузе, не то непонятные. Вот здесь могут происходить такие метаморфозы, что он к вам как раз начнет оказывать какие-то знаки внимания. В дальнейшем, 24 января, Венера еще тоже входит в знак зодиака Козерог, и у нас получается с вами конфигурация в конце месяца, когда две гендерные планеты, Марс и Венера, оказываются в одном знаке Козерога. И Козерог – это структура, порядок, и в первую очередь за статус отвечает Козерог. В этом знаке статусном находятся противоположные энергии Марса и Венеры. И правда, у кого-то к концу месяца, вот те, может быть, события в личной жизни, которые где-то нас закрутят в районе новолуния 11 числа, могут получить развитие к концу месяца. Какая-то история вашей личной жизни может словно ускориться к концу месяца. И, наверное, вишенка на торте, мои дорогие тельцы, 21 января Плутон меняет знак и из Козерога как раз уходит, не давит на него, а переходит в знак Водолея. Больше свободы, больше индивидуальности, больше творчества и новых идей, мои дорогие. Правда, к концу месяца вас может вихрь каких-то событий закружить. Но вы-то сами, мои дорогие тельцы, ну, так планетарно будете, скорее всего, думать о деньгах. Или о каком-то своем творчестве, реализации своей идеи. Хотя могут и добавиться события в личной жизни. Давайте мы с вами узнаем. И первую карту мы достанем. Это будет как фон месяца января. Чем вам придется заниматься. Может быть, ваше настроение. Итак, январь. Неожиданности. По судьбе. Сюрпризы. По судьбе, мои дорогие. Ваши действия. И каков результат? И мы достанем карту совет. Что для вас январь? Можно вот эти все карты сложить и сказать: все, у тебя все хорошо, телец, иди, успокойся, продолжай то, что ты наметил. Карта Солнца, раньше останавливали гадания. Мы, конечно, продолжим, мы же с вами любопытные. Если у нас по сценарию уже карты как бы на столе, значит, открыть их определенно стоит. Но что такое Солнце? Вообще это выбор правильного направления, карта, точнее, выбора. И это где-то, если по времени разложить, это полгода. Вот для вас и правда 2024 год, первая половина, она как будто будет посвящена зарабатыванию денег или, ну, какую-то свою идею творческую, может быть, или для кого-то пусть это будет построение карьеры, кто-то может, и это великолепное время, начать бизнес с нуля или свое личное дело, развивать свое ремесло.
или осуществлять то, что вы в деловой сфере себе наметили. Вот по делам, по работе, по бизнесу первая половина года очень продуктивна, мои дорогие тельцы. А во второй как раз половине года вас призывают уделить внимание личной жизни и в течение всего года быть внимательному к собственному здоровью. Это не обязательно болезни какие-то, как будто должно хватить на все ваши планы, на реализацию вашей мечты, душевных сил и сил физических, поэтому бодрость, профилактика, вот это не просто такие абстрактные понятия. Для вас они будут очень актуальны. Но карта Солнца, и поэтому мечты сбываются, правда. И уделять, конечно, внимание в январе тому, что вы хотите осуществить от начала до конца. Карта счастья, карта удачи, старший аркан. Неожиданности, что может произойти. Да, вот смотрите, тройка мечей – это всегда та разочаровывающая ситуация или это та правда, с которой вы уже столкнулись. Это нет ничего нового, что-то вы уже знаете. И, может быть, за прошедший период вы себе намечали какие-то вехи важные, или, может быть, были отношения важные. У кого-то это будет касаться работы, творчества, дел, у кого-то это будет касаться личной жизни, но что-то пошло не так. У кого-то это могло быть предательство, правда, которое тоже было совершено в прошлом. Но это, как ни крути, тот опыт печальный, который нас делает сильнее. И когда выпадает тройка мечей, это то состояние, когда мы уже переводим наши чувства, может быть, наши эмоции, просто в событие, в какую-то ситуацию. В последующем ситуацию мы переводим в опыт, ставим на этом точку, и появляется достаточно полезное качество, как здоровое равнодушие, когда нас не захватывает этот шквал эмоциональный, и когда мы умеем рационально увидеть, что же есть по факту. Вот в неожиданностях это то, что было когда-то прежде, о себе напоминает в январе. Вот что это будет? У кого-то это будет та ситуация, которая касалась работы или вашего бизнеса, или творчества, когда вы что-то будете менять. У кого-то это будут личная жизнь, отношения. Отношения, может быть, даже в социуме или с руководителем, когда вы придете к выводу, что, мне он не нравится и сложно с ним найти взаимопонимание, но для моего благополучия мне придется держать какой-то нейтралитет. И вы вот так хладнокровно, у вас получится осуществить это. Если это касалось личной жизни, какой-то личной истории, о себе может напомнить вновь человек. И вот с учетом того, что я сказала еще до карт, именно планетарно, может быть, в каких-то отношениях вы поставили точку. Может быть, и есть сожаление, которое вы будете или уже перевели вот в это здоровое равнодушие. А человек о себе напомнит. И, может быть, напомнит, как ни в чем не бывало. Вот в неожиданностях, казалось бы, уже все ясно. Все точки над «и» расставлены. Последний аккорд прозвучал. И тем не менее, человек может вдруг заново возобновить какие-либо отношения. Давайте мы узнаем сюрпризы. Вот вам и действительно придется заниматься двумя сферами жизни. Устанавливать контакты с теми людьми во взаимоотношениях, которые люди сложные, но когда вы понимаете, что да, этот человек мне нужен, может быть, конкретно для решения каких-то вопросов, или для решения какой-то вашей задуманной темы, идеи, или это может быть руководитель, чиновник, кто угодно, нас жизнь с ним как будто столкнет, и лучше я, такое перемирие для себя заключу, не обязательно с ним договариваться, хотя у кого-то и придется устранить какой-то холод в взаимоотношениях, чтобы не было помех. Вы будете, ведь пятерка пентаклей – это карта недостаточности. И поэтому у кого из вас что сейчас стоит актуально на повестке января? Для кого-то из вас это Соломоново решение по отношениям с тем или иным человеком, а для кого-то из вас это я буду решать материальные вопросы, чтобы не было и какого-то недостатка. Есть по финансам еще и тот момент, что
Может быть, в течение января вам придется на что-то потратиться, на то, что вы не планировали. И значит, тогда ваша активность еще более возрастет, если мы берем сферу зарабатывания денег, чтобы не было вот каких-то пролапсов, провисания, чтобы у меня все было прогнозируемо. Давайте мы с вами посмотрим ваши действия. Правда, по пажу Пентакли это всегда новое начинание. Это всегда какой-то ваш проект. Пусть это старый проект, но значит с элементом обновления. У кого-то это может быть как забота о детях, забота о внуках. Может быть, вы уйдете с головой в проекты ваших детей, будете им помогать в том или ином качестве. Такое для кого-то может проиграться тоже. Или правда, новые способы заработка, новая работа или дополнительные источники дохода, мои дорогие тельцы. И здесь в любом случае это есть как будто какое-то важное дело, которое, несомненно, нужно продолжать и развивать. И по пажу Пентакли оно того стоит. Это тот марафонский забег, будь то паж Пентакли, будь то рыцарь Пентаклей. Это какое-то начало, которому суждено очень хорошее прогрессивное продвижение, когда само по себе продвижение еще добавляет финансового благополучия, прогресса в финансовых вопросах. Вот это ваши как бы действия, но все слажено, все согласовано, нет как будто каких-то недочетов, и вы будете очень предельно внимательны, может быть даже педантичны в январе месяце. Каков же результат? Тут, правда, какие-то новые начинания. У кого-то заново словно отношения могут возникнуть, или вы, ну, какие-то не просто Соломоновы решения, а может быть, примете для себя в отношении конкретного человека тоже какие-то выводы сделаете. Может быть, кстати, какие-то отношения вы сочтете, что они мне выгодны, и вы будете продолжать. Найдете какие-то общие точки интересов и подумаете, что если я прежде пропускала или пропускала словно через эмоции, мне казалось, что оно должно развиваться так, а человек думает как-то иначе. И если вы увидите для себя хоть в чем-то прогресс, вы скажете: хорошо, я еще раз попробую. Вот может быть для кого-то из вас. Все-таки по шуту всегда, особенно в этой колоде, у нас удивительный шут. Он как будто не просто даже маг, я бы сказала, он жонглирует всем зодиаком, он словно парит в воздухе, и ему подвластно все. Вот у вас такой период жизни, когда, правда, с элементом новизны или начинаний, или какого-то просто начала, здесь могут быть как и отношения, как и новый взгляд на ту работу, которой вы занимаетесь, на ваше личное творчество, на хобби. У кого-то это, правда, будет развитие вашего ремесла, когда вы придете к выводу: я попробую хотя бы начать свое личное дело, не бросая, может быть, предыдущую какую-то работу. Поэтому, в принципе, работы у вас будет достаточно, мои дорогие тельцы. Но когда я смотрю на эту карту, я всегда вспоминаю слова Эйнштейна. Он сказал: только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот как раз у нас показан такой шут, посмотрите, который умело взаимодействует с самой Вселенной. Вот если мы спросили, каков результат, как будто, может быть, сам по себе результат в течение января, хотя солнце, поэтому результат вы увидите, но в течение января вы еще можете самим процессом заниматься. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. У вас, мои дорогие тельцы, терпения, я уверена, точно хватит. Совет от карт. Вы можете столкнуться с людьми. Вот, наверное, поэтому нам и говорят, что продолжай. Вы можете столкнуться действительно с людьми, которые вам прежде добавили не самых приятных эмоций. По пятерке жезлов проходят те люди, первое, которые, знаете, действуют или поступают как дети. На них невозможно положиться, и ответственности не потребуешь. Может быть, вот такой своеобразная перезагрузка для вас, когда вы придете к решению, что да, на человека я понадеяться не могу, но для чего-то вам этот человек нужен, и вы будете с ним вот как с нуля выстраивать какую-то новую концепцию взаимоотношений. Именно потому она будет новая, потому что вы будете настолько хорошим стратегом и тактиком, что вы будете для себя прагматично делать так, чтобы или осуществилось ваше желание, или получился рост доходов, вас как будто не собьют
с ваших настроек, даже какие-то импульсивное поведение людей или их, вы как будто это понимаете, или их даже ненадежность, и если опять же в том контексте, как я сказала, вам этот человек нужен. Ведь это могут быть люди молодые, для кого-то из вас это может быть человек конкретный один, который взрослый и может быть возраст уже приличный, но ведет вот он себя тоже где-то как ребенок. Или по этой карте нам говорят, вообще людей будет много, событий много, и вы не должны откликаться на каждую идею чью-либо. Карта как совет говорит, не распыляй свою энергию. Будь готов к быстрой смене событий, будь готов к быстрой смене декораций, мои дорогие. Тут вообще где-то вы не заскучаете. Но пятерка жезлов не самая крупная карта. Давайте мы с вами достанем еще одну карту. Мне хочется пояснить более подробно, что такое тройка мечей для вашего знака. Рядом карта Солнца. Правда, будут люди, которые вас будут пытаться приобщить к какому-то делу, какой-то помощи. Или это те люди, вот, наверное, это будет очень серьезный момент, когда вам могут выдавать желаемое за действительно. Вам могут предложить какую-то тему или участие в какой-то теме, может быть, по работе. Но вот эта тема, она как будто не жизнеспособна. Ваша задача это просчитать. В целом будут, может быть, вас окружать люди не самые приятные, увы, такое может быть. И выдерживать паузу раз, занимать нейтральную позицию, вообще держаться нейтральной позиции, каковы бы ни были неожиданности. Не приступать быстро к действиям. Правильно оценить обстановку для вас будет очень важно. А что еще? Вот ничто не должно нарушить вашего благосостояния. Ничто не должно нарушить ваших планов. Шикарная карта. И если у нас выпадало, вот как раз можно сказать, вот эти две карты, они больше обрисовывают эту пятерку пентаклей. Я сказала, недостаток взаимопонимания или недостаток финансов. Поэтому, что касаемо недостаток взаимопонимания, нейтральная позиция, а девятка кубков как раз, когда у вас какой-то проект по зарабатыванию денег, получится очень хорошо. Когда будет сам по себе прогресс, и когда вы будете уже в январе себя чувствовать, знаете, так вот уверенно, все в моих руках. Все равно, вот что бы там ни происходило вокруг, я все равно сделаю вот именно таким образом. Или даже если я подкорректирую планы, мое детище, допустим, если это ваш бизнес или ремесло, или творчество, оно будет продвигаться. А если что-то касается по работе, значит, я тоже обойду острые углы, и я построю карьеру, или я добьюсь той должности, или я все равно добьюсь, чтобы мое жалование, оклад все равно по возрастающей шло. Но помните, что, наверное, как минимум на полгода вы базу, основу какую-то создаете на длительный период времени. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.